Вова дожила до глобального патча под номером 2.0. Сегодня мы посмотрим на крупнейшие контентные обновления с релиза и разберем, получилось ли у разработчиков развить проект и стоит ли возвращаться в игру, если вы забросили ее на ранних патчах. С вами Хотоки, и давайте же начнем. Первое, что бросается в глаза, это то, что мы наконец-то получили полностью новый регион, со своими персонажами, своим хранителем и своей сюжетной линией, которая продолжает основную историю, которая, скажем честно, не двигалась с места со времен патча 1.1. Да, какой-то сюжет был и в 1.3, но там мы решали местные проблемы Черных берегов, и единственным важным событием стало то, что мы узнали про специальную машину по предсказанию катастроф. Если же говорить про новый регион, то это одно из лучших расширений территории в гача-играх. Локации разнообразные, наполненные сайд-активностями, с режиссированными мини-сценками и большим количеством деталей и разнообразным лором региона. Для примера, вот несколько локаций, которые находятся в одном новом регионе. Новые локации также идут в паре с новой системой полета, которая делает перемещение по региону слишком уж комфортными для фри-то-плей игры. К сожалению, их не получится использовать за пределами Реноситы, и, возможно, разработчики добавят такую возможность позже. Также стоит отметить, что в игре есть возможность полета из любого места, но для этого вам надо научиться нажимать определенную комбинацию клавиш. Дополнительным улучшением перемещения стало введение также и водного транспорта, который, к тому же, может подниматься даже по водопадам. Опять же, все это доступно только в Реносите. Наполнение локаций также не вызывает вопросов. Тут вам и расслабляющие мини-игры, и боевые арены с определенными условиями, и различные лагеря внутриигровых фракций, и летные испытания через половину карты, и новые голограммы, и также испытания эхо, грамотно вплетенные в мир и геймплей игры. Также вернулись специальные предметы, которые мы собираем по всем локациям для отдельного NPC, в обмен на рецепты, валюту и ресурсы для прокачки. Но все это великолепие не могло обойтись и без минусов. Так, основной проблемой стал китайский код, после которого FPS в основном городе падает в 2 раза. И вообще фреймрейт ведет себя не особо стабильно в некоторых ситуациях. Опять же, это относится к конфигурациям, которые поддерживают режим 120 FPS. Те же, кто играет в 60, особо разницы не заметят. Новая музыка в регионе также очень хороша, и ее вы можете слышать на фоне всего ролика. Самое время перейти к основной сюжетке обновления, которая расскажет немного новой информации о хранителе данного региона, о заговоре внутри правящего большинства и немного о дальнейших планах Фракциус. Спойлерить не буду, но история довольно хорошо написана и показана, и может соревноваться с актами 4 по 6 из сюжета 1.0, либо же целиком с сюжетом 1.1. Персонажи раскрыты хорошо, мир и главный конфликт показаны понятно. Прогрессии по сюжетной ветке логичные. Нет такого момента, когда нам показывают практически финальную сцену с персонажами, и ты спрашиваешь, а это кто вообще? Кроме основной истории есть дополнительные квесты, которые не так интересны, но все равно довольно хорошо написаны. К тому же обширные задания на исследование локаций не пропали и остались довольно масштабной частью игры. К сожалению, озвучки у них нет, но зато появилась какая-никакая постановка, и возможно мы дождемся и полноценного войсовера в таких квестах.
Что же можно сказать про озвучку? В целом к голосам и озвучиванию нет никаких претензий. По сравнению с релизной версией, игра сделала не один, а скорее всего даже целых 10 шагов вперед. Стоит оговориться, что я веду речь о самой проблемной английской озвучке. В целом, азиатский даб был хорош еще с самого начала. Обновления также получили и эхо, местные артефакты. Были добавлены новые наборы для новых персонажей, а также отдельный набор для скоординированных атак. Старые эхо получили новые формы и новые атаки, так что выбора, что фармить, стало больше. К тому же некоторые новые кошмарные монстры входят в состав старых сетов и тем самым усиляют их. Но основная проблема артефактов, которая заключалась в недостатке банок опыта для прокачки, так и не была решена. Посмотрим, что разработчики сделают с этим в следующих обновлениях. Из небольших изменений можно отметить функцию смены пола главного героя и новый режим без интерфейса, который очень подойдет к полетам по новому региону, или же к стильным убийствам боссов, если вы очень хорошо умеете играть. По итогу, у Куру получилось великолепное обновление, которое можно смело рекомендовать как новым игрокам, так и тем, кто давно забросил игру. Некоторые проблемы, например с прокачкой эхо, все еще остаются, и видно, что команда разработки еще изучает Unreal Engine, учитывая скачки производительности от патча к патчу. Но в целом версия 2.0 выглядит и играется как лучшее обновление Wuthering Waves. Учитывая, что разработчики обещают такие же крупные патчи каждые 6 месяцев, будущее у игры выглядит как никогда радужно.